Всем привет! Сегодня хотел бы с вами поделиться одним классным приложением, которое сэкономит вам время, деньги, что не самое маловажное, при возвращении налога в Германии. Для этого вам понадобится, если вы хотите, к примеру, возвращать такую или же такую сумму, то я думаю, это вполне классно. Потому что оператор берет за это 70 евро, я знаю, насколько я знаю минимально, и затем там еще какой-то процент, если сумма превышает какую-то определенную сумму. Для этого вам понадобится Lohnsteuerbescheinigung, то есть такая справка от работодателя, она выдается каждый год для того, чтобы понимали, сколько вы заплатили социальных отчислений, сколько было налогово удержано, да? И для этого вам понадобится еще одно приложение, которое называется Чек24. Через него можно делать это все бесплатно, я уже делал. И сегодня хотел бы показать полную инструкцию. Я так понимаю, что немного людей уже возвращало. Но в конце тоже такой совет. Вы можете проверить, можете ли вы вернуть сумму. И там будет у вас плюсик стоять. Это значит, что вы возвращаете какую-то сумму. Если у вас стоит минус, значит, вам надо доплатить. И это уже на ваше усмотрение, хотите ли вы доплачивать, подавать налоговую декларацию или нет. То есть, там уже сами смотрите. Если у вас стоит минус, я бы, наверное, все-таки не стал бы подавать. Просто вы посмотрел, есть ли вариация вернуть или нет. Так, заходим сейчас с вами в Чек24. Здесь в поисковике мы вписываем Steuererklärung. Заходим, выбираем год, за какой хотите подать. Естественно, сейчас за 25 подаю. Потом Steuererklärung выбираем. То вы можете наблюдать, у меня там, я уже вернул, конечно, просто решил записать видео. Как бы не вернул, но подал. Теперь Ohne-Übernahme. Я выведу экран, да, вывел уже, скорее всего. Здесь Herr или Frau, кто смотрит мое видео, там уже женщина или мужчина, Geburtsdatum, дата рождения. Теперь профессия, кем вы работаете. В моем случае я работаю медбратом, то поэтому я вписываю медбрата. Но не обязательно вписывать, можно оставить так, как есть. Здесь у нас просит актуальный адрес, где мы живем в Германии. Почтовый код, город, улица, номер дома. Это все делается для того, чтобы с вами смог связаться финансант. Телефон и дополнительный адрес можете вписывать, может нет. Я беру с расчета, так как у меня, по примеру моей семьи, у меня семья состоит из меня, жены и моего ребенка. Ребенку 3 года вот будет. Так, verheiratet. Seit Скадаватом. Еще самый главный момент, вам не надо там доказывать, какие-то апостили ставить на том, что вы женаты, не женаты и тому подобное. Самое главное, что вы проживаете по одному адресу. Тут есть вопрос, möchten Sie beide Ihre Partner erfassen? То есть, хотели бы вы включить обеих партнеров, да? И я делаю это совместную декларацию, потому что, так как моя жена не работает, естественно, можно больше вернуть налог. Так. Haben Sie Partnerkinder? Я тоже включаю ребенка сюда же. Выбираем нет. Если вы еще не делали налоговую декларацию, то надо выбрать нет. Теперь мы выбираем религия. Религия, у меня нету религии, так, поэтому я не принадлежу ни к одной церкви и не плачу налог на церковь. Нет, ограничений у меня тоже нету. Теперь с женой намного все проще. С женой мы вводим только данные ее. Сейчас введем данные.
теперь ее дата рождения. Профессию, как я сказал, можно не выбирать, она пока не работает, в принципе, не надо. То есть имеет ли тот же самый адрес прописки, как у меня, да. Нет, она не исповедует религию. Ну как? Такой сложный вопрос. Теперь ребенок. Фонами. Нет. Выбираем дату теперь рождения ребенка. Что я не буду ничего давать. Ага, стоит, что я тут немножко. Здесь надо выбрать, где он относится, так мы живем. Рост тогда подтверждаю. Так, да, это наш родной сын, Leibliches Kind. Nein. Он sitzt. Нет, Тимофей у нас не жил за границей. Это мы подтверждаем. Вот, в 25 году, но уже автоматом он посчитал, сколько вы могли получить Kindergeld. Как бы вам ничего лишнего делать не надо. Это все настолько просто. Kosten für Timothy, Kindergarten, Kita. Тут я не могу отметить Kinderbetreuungskosten, потому что мы платим только за еду. Так как мы не платим конкретно за детский сад, то поэтому можно оставить так, как оно есть. Это не влияет. Nicht jetzt. Теперь Lohnsteuerbescheinigung. Вот самое интересное, что начинается. Что нам надо? Вы можете добавить сюда Lohnsteuerbescheinigung, естественно. Он должен быть 100%, его всегда эту бумажку, что я уже был прикреплял, ее надо будет как бы отсканировать, либо же загрузить. Wege zur Arbeit. Если вы ездите машиной, это даже если вы используете Deutschland Ticket и тому подобное, это как бы все можно здесь указать. Все остальное можно еще, я выбираю Handy, интернет-костюм, хотя для меня я не использую во время работы. И можно использовать конто Führungsgebühren, как бы тоже нагрузку уменьшает, если вы оплачиваете за свою карточку банковскую какие-то деньги, да? Затем Auswahl übernehmen, Lohnsteuerbescheinigung. Теперь тут есть у вас фото aufnehmen, Werte, тут есть Datei, hier hochladen. Выбираете. И как бы загружаете. Все, тут не составляет никаких трудов. Lohnsteuerbescheinigung. И вот, смотрите, он сейчас бам, отсканировал его. Все, как бы показывается, где, что, как, сколько заплатил, сколько заработал. У вас уже все оно есть. Все, теперь Wege zur Arbeit. Alles super, да, все правильно. Тут у нас уже как бы есть. Тут вести надо на свою работу, где вы ездите.
И все, как бы нажимаете продолжить, и в принципе оно автоматом вам все просчитывает. Можно там длиннее выбрать. Я по этому пути езжу, в принципе. Как бы оно автоматом вам все делает. Теперь здесь надо будет выбрать, сколько дней вы приходили, ну, какая рабочая неделя у вас, 5 дней, либо же 6 дней, это вы все здесь вкидываете. Ну, конечно, вносите, да, но, конечно же, здесь автоматом уже большинство поставлено. Урляпс, здесь вы тоже вписываете, сколько у вас отпуска было за прошлый год. У меня было 33 дня. Кранг, что-то там у меня тоже было около там 30 дней. Все, в принципе, можно. Теперь ауто. Ну, тут вот видите, вы можете выбрать то, что я вам сказал, когда вы используете дочный тикет или еще там какой-то тикет, без разницы. Вы выбираете Under FRKS Meter. В моем случае я выбираю ауто. Нет. Вот, в принципе, сколько можно вернуть. Показывает в данный момент 733 евро 20, да. Но это как, если у вас так же самое, как и у меня, вы один работающий, то вы максимум можете вернуть это уже, вот я думаю, вот эту сумму. Это если вы вдвоем работаете, то да, это интересно вписывать, так как есть люди, вот как у меня знакомые на первом налоговом классе, и они возвращают там, то они должны как бы доплачивать, но когда они вводят, сколько они ездят к работе, то поэтому они возвращают еще какую-то там пятихатку. Так, теперь Мария мы не вводим вообще ничего, потому что, как говорилось, уже жена не работает. То есть здесь, если у вас есть какие-то депозиты, какие-то дополнительные начисления или еще работы какие-то, вы можете здесь указать также, чтобы подать максимально все, чтобы точно было. Это как бы вот эта сумма, которую сейчас вы видите, это больше предположительная сумма. Она с помощью чек-24 отправляются ваши документы финансам, которые за вас ответственны. И поэтому там они еще перепроверяют, насколько все точно было внесено. Ну, у меня уже 2 раза вернул, 1 раз жду, еще что-то там тянется, не знаю. Но все, в принципе, было совпадало точно с такой вот суммой, как оно указывает мне. В данный момент в Entertainment, как бы вы можете избрать там всякие тоже интересные моменты. Но, в принципе, это самый максимально простой вариант вернуть свои налоги, как бы, ну и почему не съездить куда-то в отпуск или еще что-то, да? За эти деньги, которые вы, в принципе, переплатили государству. Здесь вот вы указываете, к какому вы конкретно принадлежите. Все, можно даже идентификационный номер не вводить, просто вот такие ангабы, там вам потом пришлют даже тот идентификационный номер, если вы его не знаете. Здесь вы как бы указываете свой IBAN и все. И там в дальнейшем потом... Сейчас, ладно, укажу IBAN, потому что дальше не пускает. Любое от фонаря. Не получается. Вот, оно как бы, если вы что-то не заполнили, оно вам напоминает там за какие-то моменты, которые обязательно подать, да, тот же Эттингельд, он имеет так же самое налоговую нагрузку, мы его тоже подавали, так как с него налоги должны взиматься.
Ну, в принципе, сейчас мы глянем. Я вам покажу на другом примере. Я сейчас свою карточку особо не хочу показывать. Вот уже вот у меня есть, вы видите, Uber Это значит, что я уже подал. Я подал его немного заранее, в январе подал. Хотя налог, вот как я говорил, с марта перерасчет начинается. Ничего страшного, раньше получится, раньше выплатят. И все, вы как бы видите, потом здесь есть кнопка Weiter. И Uber он все, в принципе, вы получаете назад свои деньги, которые вы переплатили. Если вам понравилась данная видеоинструкция, я бы даже сказал, можете поставить лайк моему видео, напишите какой-то комментарий, лучше всего подпишитесь. До новых встреч. Или напишите еще, знаете что, может, что вас интересует, я могу там, если я знаю, я запишу данное видео по данному вопросу, вообще без проблем. То есть там Kinderzuschlag, Kindergeld или что там еще есть, какие моменты, которые там людей интересуют, то в принципе мы уже, наверное, с многим сталкивались в Германии. Все, всем хорошего.